Так, ну что, друзья мои, всем привет! Давно мы с вами не виделись, не слышались. У нас тут вышла Вартюн Ультра. Я, значит, несколько дней поиграл. Все-таки ностальгия по Вартюн Hall of Heroes взяла вверх. Я думаю, ну, зайду посмотрю. Зашел, посмотрел, и у меня для вас плохие новости. Это не Вартюн. Я не знаю, что разработчики курили, что нюхали, но это не Вартюн. Они убили ее, эту игру, и сейчас я вам все расскажу, давайте по порядку. Первая проблема, с которой вы сталкиваетесь, это вот подключение к серверу. Насколько я понял, это не клиент игры, как у нас было раньше, да, это адаптация браузерной версии, то есть прямо сейчас идет как будто бы браузерное подключение. То есть мы не приложение как таковое, не клиент игры скачали и играем, а скорее браузер с игрой. И в этом браузере идет подключение. Объясню, почему я так подумал, какие у меня аргументы для этого. За несколько дней игры я столкнулся с большим количеством вылетов. При всем при том, что у меня дома очень хороший интернет, очень хороший Wi-Fi роутер, 5G интернет, чтобы вы понимали, и обрывов никаких вообще не случается. Ну, то есть, это вообще редкость какая-то. Здесь я за игру, вот там 5 дней я где-то играю в эту игру, ну, где-то, наверное, вылетов 10. То есть, за сессию пару раз меня точно вот выбивало. Вот вчера точно меня выбило 2 раза, 1 раз в бою, когда я прям бился. То есть я в бою, тут раз начинается подключение, он там какие-то 5 секунд отчитывает, но все равно тебя выбрасывает на стартовый экран. То есть как у нас было в Вартюн Hall of Heroes, кто помнит, да? У нас, если подлагивал сервер, то есть связь с сервером терялась, ты оставался в игре, у тебя персонаж оставался в игре. То есть все вокруг подвисало, да, ты не можешь ни с чем взаимодействовать, но персонаж в игре, он двигается. Мы, помните, мы всегда в бою, если думали, что лаг, мы всегда точки ставили в чат. Если точка появилась в чате, значит, это не ты повис, а кто-то повис, и игра его ждет, либо сама игра подвисла. То есть, ну, по точкам мы определяли. Точка не пришла, игра подвисла. Точка пришла, значит, это повис не ты, мы кого-то ждем, кто-то переподключается. Но все в игре, никого не выбрасывает. А здесь этого не происходит. То есть здесь тебя прям вырубает. Вот как будто в браузере, знаете, отключение раз, и ему нужно перезапуститься, чтобы подключиться. Он тебя выбрасывает на стартовый экран, ты заново подключаешься. Я думаю, ну ладно, но это фигня. Ну как бы, блин, с этим можно жить, ничего страшного. Там не каждый 30 минут выпивает, ну, за дневную сессию там 1 раз, может быть 2 раза выбит, с этим жить можно, это фигня. Дальше, по мере прокачки персонажа, все, что я здесь вижу прямо сейчас, все постепенно, знаете, начало появляться. Там странность, здесь странность. И чем дальше, тем больше этих странностей. И вот я не понимал, что происходит, честно. Я думал, может быть, я просто не понял. То есть игра новая, да, может быть, новые какие-то механики, может быть, какой-то новый баланс. Но вот чисто случайно вчера наткнулся на видео с канала, сейчас вам зачитаю, ник канала, я его выведу на экран, название, можете тоже зайти к парню посмотреть. Он вот прям озвучил все мои мысли. Канал называется Burial Blade, WTL. Захожу я, значит, смотрю видео, где он просто разносит в пух и прах баланс этой игры. И я понимаю, что он говорит, вот прям озвучил все мои мысли. Вот все, что я за эти там 4 дня, 5 дней прочувствовал в этой игре, вот он все озвучил, я согласился с ним просто на 100%. И согласился с тем, что Вартюн умерла. Ну, это не Вартюн. Эта игра, вот все, что мы видим, все вот иконочки, все здесь классное, красивое, все прорисованное, так вот. Мне кажется, картиночки здесь, вот все иконочки, элементы стали лучше, ярче, красочнее. То есть все вот Вартюн, но баланс, механика убита.
Сейчас буду по порядку объяснять, но сразу скажу, что по сути вот тот баланс в игре, который был, он очень-очень-очень тонко, кропотливо, расчетливо годами нарабатывался. То есть то, что мы видели в Wartune Hall of Heroes, это по сути такая квинтэссенция баланса игры, который вот сквозь 15 лет прошел. Потому что, ну, по сути, я вот впервые играл в эту игру лет 15 назад, еще до 101 XP, до Coram Game. Она даже не называлась Wartune раньше, она как-то по-другому называлась, я уже сейчас точно не помню, как она даже называлась. Там были еще одноразовые руны, чтобы вы понимали, то есть вы ее использовали, она пропала, их нужно было покупать, либо там как-то с обмена. И вы там накапливали, например, для боя, могли накопить там 20 рунок себе, ну и так далее. То есть это было реально лет 15 назад, и вот постепенно, еще сильфов не было. То есть, в принципе, только персонажи были, сильфов вообще никаких не было. Потом вот сильфы появились. Это прям древние времена. И вот постепенно, там за эти 15 лет, по мере изменения игры, очень тонко был налажен баланс. Баланс скиллов между игроками. Потом появились сильфы. У них сначала были одни скиллы, потом им добавили другие скиллы. И все это вот подстраивалось так, что в целом вот баланс был идеальный. Или около идеальный. Вот 99,9. Может быть там к чему-то какие-то вот прям, ну, супер-супер-супер задроты. Хотя я по сути сам такой. Но вот как по мне баланс был идеальный. По крайней мере в боевой механике, в механике скиллов, в механике сильфов. Это было вот прям идеально сделано. Танк это танк. Маг это маг. Лук это лук, да. Ну, болтология, но вы понимаете, да? Сильфы были, сильф поддержки был, да, ветер там зажирал ярость, он вот использовался как второй, третий, да, в каких-то классовых войнах. Например, вода это отхил дополнительный, на каких-то боссах, на каких-то использовалось, в каких-то данжах это использовалось игроками. На арене сильфов это часто использовалось. То есть Тритон, да, был постоянно, который там отхиливал. Соответственно, Электро Ева это был всегда дамагер с одной из самых сильных ульт. То есть, ну, это в принципе до Одина это была самая сильная ульта. Вот. И, соответственно, огонь это был тоже дамагер, но он более массовый. То есть, если у нас Ева электричка, она в принципе была вот заточена под бой 1 на 1 с максимальным дамагом, да, либо на моба, по которому нужно было вот максимум дамага донести, то огонь, он, например, там ультануть мог сразу по 2 людям, да, и это, ну и дополнительные скиллы у него были тоже, которые там 2-3 игроков цепляли. То есть это такой более для арены был какой-то, ну то есть было разделение, да, был такой баланс. И каждый сильф использовался по-разному, по-своему. У каждого был свой профиль, да, скажем, такая ориентированность. То же самое и с персонажами. Здесь это все убито. Ну, давайте с сильфов начнем, раз уж я про них заговорил. Я, значит, как только появился сильфы, то есть я там апнулся на 40 уровень, здесь они с 40 уровня. Ну, я сразу, естественно, Еву, потому что я в эту игру не собирался донатить, не собирался покупать там светлого, темного сильфа, ни Аполлона, ни Гадеса. То есть я сразу на Электро, это сразу стандарт, база. Беру я, значит, электрического сильфа. Смотрю на его скиллы и не понимаю вообще, что происходит. Ульта 240%. Дальше. Ульта дает еще какой-то эффект. Я думаю, блин. Ладно, фиг с ним. Думаю, может надо перевести, может я что не понимаю. Перехожу к следующему скиллу. Это единственный массовый скилл у Электро. Смотрю, дамаг 105. Какие-то бафы. Захожу в этот скилл.
И у меня вообще просто глаза выпадают, потому что этот скилл, вот на 4, да, который снижал МДФ у игроков. У него 270% урон. То есть у ульты 240, а у этого 270. Я такой, так, подождите, ребята, подождите. Быстро забегаю на остров. А смотрю, все с огнями бегают. Думаю, не пойму, что все, блин, взяли-то огни. Думаю, ну лохи. Ну, не, ничего против огня не имею. Огонь, как бы тоже это игровой, да, сильф, понятно. Но он более массовый. То есть, все равно самая сильная ульта у электросильфа. И в самом начале игры я всегда рекомендовал и как бы рекомендую всем брать именно электросильфа, потому что и боссов ты быстрее убиваешь, и быстрее игрока убиваешь, да, на ПВП. Да, он может быть не такой крутой для арены, как огонь, да, но для всех остальных моментов, там, ПВП 1 на 1, как бы электро фору дает огню. Захожу я, значит, на огня, смотрю его ульту, а у него 400%. Я выпадаю, думаю, так, что происходит вообще? То есть у нас поменялись роли, типа теперь огонь дамагер, а электро более для ПВП. Смотрю другие скиллы. 180. Давайте остальные скиллы покажу. 230, 225. Ну, то есть, такие приличные скиллы у огня. И еще и ульта 400. Потом дохожу вот до 4 скилла, нажимаю на него, смотрю и выпадаю вообще напрочь в осадок. Этот скилл восстанавливает 30% хп. Ни хрена себе, ребята. 30% хп. Перехожу к электросильфу. Также захожу в магазин скиллов. Обнаруживаю вот такой скилл. Электросильф может падать под щит. На 20% от здоровья. Я, короче, не понял ничего. Я думаю, ну может быть. Я вот постоянно, знаете, я вижу и думаю, ну ладно, игра новая. Думаю, ну окей, ну сейчас посмотрим, что, как здесь. Посмотрел другие скиллы. Да, но для огня это очень слабые скиллы. Вот то, что здесь есть. Не для огня, для электро. То есть у огня здесь все гораздо лучше. Во-первых, отхил 30%. У электро щит, да, на 20%. Щит и отхил, по сути, это вещи равнозначные. Да, в одном случае ты просто увеличиваешь себе хп, в другом случае ты просто падаешь под щит. Но почему у огня 30% отхил, а у электрички щит всего на 20%? При всем при том, что скиллы у него гораздо слабее. То есть, если все суммировать вот весь билд скиллов, он гораздо слабее. Ну что такое? Ну, 105%. Обычный вот этот вот скилл молния 170% против вот этого. Я его попробовал, этот скилл в данжах. Да, он бьет сразу там по 6 целям. Раньше он бил по линии, да, либо по 2 линиям. Если на угол падал, то он бил и параллельную, и, ну, то есть, поняли, да, если в угол попадает, он бил и по первому фронту, и за тем, кто стоит сзади, по второй линии, за этим человеком, то есть угловой. Здесь он бьет сразу по всем, то есть по 6 противникам. Если 6 мобов, он сразу по всем бьет. Но это 105%. Это, ну, вот полностью переработанные скиллы, причем они переработаны настолько плохо, что, я говорю, да, вот у огня отхил 30%, ульта 400, там по 230, по 240 еще 2 скилла, пассивки там лютые, я сейчас не буду все показывать, захотите посмотреть, посмотрите все это. Сейчас мы еще зайдем к топам, я вам покажу, ребят, у которых есть светлый и темный сильф.
чтобы вы поняли, что такое Аполлон. Аполлон. Это не ульта. 450%. Ульта 330%. И заметьте, еще бафы есть. Еще бафы есть. 140, 110, но это еще не все самые мощные. Там 170. Лютые пассивки. Там критрейт 10 плюс. Блок плюс 10%. Еще и 30% поинтов к пробуждению. И я такой, так, подождите, ну насколько сильный Аполлон по сравнению даже с огнем. Ну посмотрите, один скилл 450, второй 330, у огня 400. Это максимум, остальные 250, 270. Я, короче, жалко, нельзя посмотреть скиллы всех сильфов. То есть нет магазина, нужно заходить именно к игрокам. То есть ты можешь посмотреть скиллы, которые есть только у тебя. Вот есть сильфы, у меня вот 2 сильфа. Вот я могу 2 сильфа и посмотреть. Там скиллы и здесь скилл. Светлого и темного, чтобы не ловить, это вот я перехожу к топчикам и смотрю, что у топчиков есть. Сейчас попробую найти темного. Тут был персонаж с темным сильфом. Ну здесь Аполлон, здесь вот они тут и отхиливаются. Он еще и хп восстанавливает. Вот скилл, пожалуйста. 20% маг хп. То есть Аполлон тоже прыгает под щит. Сейчас найду. Я вот не помню. Я тут пересматривал всех. Вот у кого темный. Здесь вообще уже... По-моему, вот этот вот персонаж. У него темный сильф. Темный сильф. Самый сильный сильф, в принципе, в игре. То есть, я всегда говорил, в Wartune Hell of Heroes, при том балансе, который был, в принципе, в бою эти сильфы, темные и светлые, они равнозначны. Но если их свести вот в такую выдуманную ситуацию, да, знаете, в вакууме их столкнуть, то темный сильф победит. Он там на чуточку сильнее за счет вот этого скилла, который хилит. То есть и свет тоже хилит, но у него там хил слабенький. Он такой, знаете, чисто для виду. У него мощные скиллы, но не такие, как здесь. Не такие, как здесь. Вот. Но темный сильф сильнее. У него вот этот скилл от хила, он вообще имба скилл. И в целом он поэтому и стоил столько. Да, темный сильф. Он всегда тяжело добывался. Смотрим здесь. Первый скилл. 190 и 20% отбирает у тебя урона. Ульта 180. Как вам такая ульта у темного сильфа? 180% против 450 у обычного скилла, у светлого сильфа. И 430% ульты. Представляете, 2 подряд вам прилетает, а у вас ульта 180%. Отхил 210. Вот этот единственный 350. Да, но он бьет только по одному персонажу, то есть он не захватывает массой, как это делал раньше темный сильф. Ну, убит темный сильф. Просто однозначно убит. По сравнению с Аполлоном он просто ничтожен. По сравнению с Аполлоном ничтожны все сильфы здесь. Просто все сильфы. Дальше мы можем найти водного сильфа. Я не помню, у кого он здесь есть. Я сейчас постараюсь быстро найти. Но, чтобы вы понимали, водный сильф сейчас это вообще просто какая-то лють. Мало того, что он отхиливает обычным единичным хилом. Я сейчас не буду искать, ребят, не найду. Зайдите, посмотрите потом, кому интересно. У него одиночный отхил самого себя 80% от всего хп. 80%. Потом идет массовый, который еще хилит 60%.
У него невероятно мощная ульта по сравнению с электросильфом и по сравнению с темным сильфом. С ветром я не смотрел, я не нашел ветер. Ветер может быть тоже такое же говно, как и электрический сильф. Может быть не говно. Честно, не видел, не смотрел. Но я понял одну вещь простую. Баланс между сильфами убит. Его нет. Его не существует больше. Берете Аполлона, донатите на Аполлона. Про донат еще здесь поговорим. Берете Аполлона, все. Можете даже не думать и не размышлять. 2 удара. Один 450%, второй 430%, и вылетает любой, кто попадает под ваш удар. Почему я так говорю? Потому что здесь испорчен также баланс рун. Как вам такое? На 3 уровне моей руны ярости у меня плюс 60% к дамагу. А на максимальном уровне будет плюс 80% к дамагу. Как вам такое? Как вам такое? Юзнуть руну плюс 80%, а потом ударить одним скиллом 450% и 430%. Ну, это просто жесть. Руна ХП. Ну, здесь 50% на максималке, как и было. Как и было, но было после того, как мы эти руны апали, помните? То есть был там переходный период, когда вы на 80 уровне, вы повышаете класс, у вас также рунки повышаются, то есть у рун класс повышается. И вот он там, да, 50% хилил. Здесь 50% хилит, окей. Но что такое 50% против вот такой руны? И против тех двух ульт? Дальше появились вот такие камни. Я так подозреваю, это что-то типа... Ну, здесь должны быть резисты, чтобы вы понимали. Но это не резисты, это просто камни, которые вот так вот выпадают здесь с рулетки. На эту рулетку вам нужно определенное количество кристаллов. Слава богу, они падают, их не нужно покупать. И вот такие вот камушки вы вставляете. Ну, что-то типа самоцветов, только вот еще одно место появилось для самоцветов. Здесь они падают рандомно и уже вот такие, какие вы видите. Да, вот у меня стоит 2 легендарных, одна эпическая, фиолетовая. Вот 2 двойных, можете посмотреть. Ну, короче, какие-то дополнительные самоцветики вставили. Одним словом, фигня. То есть не добавляют практически ничего, ну как баф, ну окей, ладно. Есть. Здесь еще вот такие потом окна открываются. И их вот вообще здесь, ну как вы видите, да, то есть 3, 6, 7 штук. Вот вы 7 штук поставите. В целом, когда вы их все заполните, да, они баф ощутимый дадут. Окей, не проблема. Это не проблема, то есть это не косяк. Это как бы дополнение, нововведение. Оно бы не нарушило баланс, если честно. Оно бы просто усилило персонажей. Вот и все. Это как бы не проблема. Идем дальше. Скиллы. Если вы думаете, что здесь баланс не нарушен, здесь тоже он нарушен. Обратите внимание на скилл-бар. 6. Да, ребята. Теперь думать головой вообще не надо, потому что у нас есть 6 ячеек для скиллов. Не 5, как раньше, где вы могли... Либо у тебя вот такая ветка, либо у тебя такая. И ты в определенный момент ставил такие скиллы, в определенный момент ставил такие скиллы. Сейчас ты можешь не думать, ты можешь поставить 6 скиллов и не париться вообще. Но это ладно. Давайте смотреть на сами скиллы. Как вам такое? Я сейчас ради прикола найду скиллы классической Вортюн, в которую мы играли. Сейчас напишу, сейчас вот прям с компьютера. Я вам по всем пассивкам зачитаю. Итак, значит, мы смотрим пассивку, которая дает нам плюс 30% к PDF. 30%. Плюс 30% к ХП. А раньше оно давало максимум 20 и 20.
кажется, что разница небольшая, 10% всего. Но на деле, ребята, это охренеть как много. Это просто охренеть как много. Вы скажете, блин, ну у мага тоже там, у него там дев защита и так далее. Окей, у мага да. А у лука? Ну, давайте посмотрим мага, пассивку. Что у нас есть у мага? Давайте посмотрим. Итак, пассивка для мага. Так, ярость. Увеличение маг-атаки, до этого дойдем. 8% к способности и целению и 20% магической защиты. Да? Никакого хп нет. 30% хп. Окей, ладно, маг-хиллер. Окей, нет проблем. Давайте посмотрим, что у лука. Что нам может противопоставить лук таким большим цифрам. Понятное дело, что классы разные. Танк это танк. Танк всегда был толстый. У него должна быть такая пассивка. Но не 30%. Даже 20% для лука вызывало сложности. И это был идеальный баланс. Потому что танк это был антилук. Лук это был антимаг. Маг это был антитанк. То есть все было взаимосвязано. И баланс был выстроен просто идеально. Сейчас это просто, ну, жесть какая-то. Давайте посмотрим пассивки, какие были у лука. Усиление физатаки, оно было у всех на 15%. Так, у лука, значит, увеличение хп на 10%, пассивка. Ну, короче, вы поняли. Вы поняли. Мы сейчас еще вернемся к этим скиллам. Дальше переходим к следующей пассивке. Ну, мы понимаем, да, что баланс уже нарушен просто огромным. Вот, ну, не должно быть такого. Не должно быть плюс 30 ПДФ и ХП. Ну, просто не должно быть. Дальше переходим к пассивке на атаке. У нас на 5 уровне плюс 30% к атаке. Ребята, плюс 30%. Не плюс 15, как это было. Плюс 30%. Я напоминаю. Невероятно кривой баланс в сильфах. Невероятно кривой баланс в рунах. И вот такие пассивки. У танка еще есть пассивка вот такая. Как вам такое, ребята? На 4 уровне будет блок минус 25%, дамаг минус 12%. Я предполагаю, что на 5 уровне это будет также плюс 30% к блоку и минус 15% к дамагу. Сейчас посмотрю, как было. А было на 2 уровне, их максимум было 2, 100% шанс восстановить 4% хп после блокировки. То есть восстанавливалось хп. Ну, помните, 20 тысяч максимум восстанавливалось после блока. До этого в старой версии, в Demon Slayer, там восстанавливалось по 3000, в Artune Hall of Heroes восстанавливалось по 20 тысяч. Но не было плюса блока и еще и снижения дамага. Ну, не было такого. Это опять же кривой баланс. Просто, это нереально просто, ребят. Такого не должно быть. Идем дальше. У нас есть какие-то непонятные бафы на скиллах на самих. Ну, например, обратите внимание, кстати говоря. Обратите внимание на 433%. Да, и он еще снимает какой-то баф. Для чего это сделано? Я вот что просто не понимаю. Вы поймите одну вещь простую. Все работало так, как надо. Они такое ощущение, что просто взяли от балды накидали. От балды, просто вот от балды. Блин, здесь будет такая цифра, здесь будет такая цифра, здесь будет такая цифра.
И, типа, вы либо привыкаете к этому, как хотите, да, либо, ну, непонятно, как играть вообще. Я бы понял, если бы они подняли цифры, да, но все уравняли. То есть так, как это было. То есть привели все в баланс, чтобы спокойно мог лук противостоять магу. Маг мог спокойно противостоять танку. Танк там луку. И все это совместно с сильфами, с рунами, да, ну просто они там подняли цифры. Ну окей, как бы нет проблем. Но когда у одних суперский какой-то перевес невероятный в атаке, у других его просто нету, причем нет никакой возможности его ни заблокировать, нет никакой возможности там что-то сделать. Ну, как я и говорю, да, если, например, встречается электрический сильф против Аполлона, у Аполлона в разы, ребята, больше дамага в разы, не на какие-то проценты, а в разы. И при этом, при всем, он тоже может запрыгнуть под щит. Так же, как и электрический сильф. Темный сильф может отхилиться гораздо меньше, чем это может сделать огненный сильф. При всем при том, что у них плюс-минус примерно одинаковое количество урона. А как этим двум сильфам противостоять? Вот любого сильфа поставьте против Аполлона, и каким бы классом вы ни играли, в какой бы перевес, а если вы еще играете танком или магом, я подозреваю, что у мага там тоже очень лютые пассивки какие-то, и они односторонние, то есть они не заточены против танка. В общем, с балансом здесь беда, прям полная беда. Дальше мы смотрим еще одну пассивку. Я напомню, что раньше вот этот скилл Delphic Destroyer, вот смотрите, он 433% будет бить. Раньше он бил 340. 340. Ребят, почти на 100% меньше. Этот бьет на первом уровне 479. Я боюсь представить, сколько он на втором уровне. И если у него там, может у него там 3 уровня. Здесь-то их 5 вообще. Вы понимаете? Я-то сейчас поговорю, 433 это 3 уровень. А еще есть 4 и 5 уровень. И это будет, получается, под 500. А сколько же здесь будет, если здесь уже почти 500? Сколько будет? 600? 700? И у танка 2 ульты, которые бьет одна 700, вторая 600. С руной, которая бафает вас на плюс 80%. Камон, это что такое? Ну, я не знаю, у меня такое ощущение, что... Вот вам и подключение. Пожалуйста. Вот, смотрите, блин. Это еще вернуло. Первый раз меня вернуло вот так вот, не выкинуло на стартовую страницу. Обычно выкидывает. Очень странно. Ладно, пойдемте дальше. Думаете, это все, что ли? Нет, конечно. Ну, кто знаком с браузерной версией, знает, как качать здесь. Здесь ничего нового. Давайте просто к шмоту перейдем. Как вам такое? 40-й уровень шмота, легендарный, затачивается на плюс 40. На плюс 40. Ребят. 50-й, по-моему, затачивается на плюс 50. Ну, зачаровывается. Вы поняли, да? Вот у меня сейчас 21, максимальное зачарование плюс 40. Как вам такое? На 50-м вроде как 50, на 60-м 60, на 70-м 70. Как вам такое? Ну, зачем это сделано? Вам мало дамага? Я просто не понимаю.
руна, сильфы, ульты. Еще и здесь все зачаровывается просто на какие-то невероятные колоссальные цифры. Ну просто какие-то невероятно колоссальные цифры. Проблема баланса другая. Еще одна. Золото. Здесь все на золоте. Абсолютно все на золоте. То есть раньше, если в Fortune Hall of Heroes мы какие-то вещи расходками другими заливали, да, прокачивали. Здесь все золото, 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 золото. Mystery Shop. Ну, здесь, в принципе, ничего нового. Здесь ладно, здесь окей, здесь проблем нет. Дальше, астралы. Ну, во-первых, все астралы на 45 уровне уже открываются. Это ладно, это с браузерки пришло, ничего страшного. Это как бы еще можно, скажем так. Но оно не сильно механику игры убивает. Единственное, что игроки там на 45 уровне уже могут прям, ну, супер-супер-супер сильно прокачиваться, да, потому что легендарка на плюс 40 закачивается, руны все качаются спокойно, все 8 астралов, но проблема не в этом. Проблема вот в чем, ребята. Мы ставим, как всегда, атаку, мы ставим маг-защиту, мы ставим физ-защиту, мы ставим снижение урона. А здесь, где у меня антикрит, мы должны поставить крит, да. Здесь, где у меня шанс снижения крита, мы должны поставить базовый критический урон. Но, опять. 2 раза подряд, и 2 раза подряд не выбросила. Вот если бы так выбивала, это окей, это норма. Ну, ничего страшного. 3-й раз. Но вот до этого все разы меня выбивало на стартовый экран. Так, надеюсь, продолжим дальше. В общем, все стандартно, но у нас появляется вот такой астрал. Пожалуйста. Который увеличивает еще дамаг. Вам мало дамага? Вам мало 2 ульты 700%, 600%? Вам мало 2 ульты сильфа? У одного там 470... Не 470, 450, 430. Плюс дополнительные камни стоят, которые тоже можно на атаку. Вот которые я вам показывал вместо резиста. Плюс еще астрал появляется, который дает дамаг. Просто дамаг. Дамаг плюс 8%. Раньше это был плавающий урон, сейчас это дамаг. Помимо этого, естественно, у нас базовый критический урон повышает дамаг. Да, сам крит. Ну и как бы стандартная атака. То есть, что мы здесь ставим? Вот смотрите, в идеале. Я убираю антикрит, и я убираю шанс попадания по мне критом. И ставлю крит, базовый крит. И у меня остается 8-е окно для чего? Естественно, для блока. Блок это, ну, один из основных тоже показателей. Потому что блок режет урон практически в 2 раза. 40%, по-моему, он отжирает. То есть мы вот должны поставить вот такой билд астралов. И какой здесь баланс нарушен? У нас перестает быть игра в бою прикольной, скажем так. То есть помните, например, можно было поставить астрал. Ну вот я, например, всегда ставил снижение шанса получения критического урона. Почему? Потому что крит не проходит. У танка кольца уменьшают это значение. Плюс еще астрал. И плюс блок. И понимаете, вроде лук, вроде ультой дает, а попадает в блок и без крита. И там урона вообще проходит с гулькин нос. То есть, ну, для танка, по крайней мере, это супер важный астрал. Но его сюда ставить некуда. Потому что мне нужно обязательно поставить блок. Потому что мне нужно обязательно поставить вот этот новый астрал, который дает дамаг. Да, я не смогу поставить сюда астрал, который
может вообще урон не пропустить. Помните, да, когда у вас летит ульта, а прилетает единичка? Ну все, больше вы в этот астрал поставить не сможете. А его, собственно, здесь и нет, насколько я помню. Я вам сейчас покажу. Здесь вообще очень странные астралы. Очень странные астралы. Например, смотрите. Здесь есть крит, базовый крит, да? Есть блок. Есть стандартный критический, повышение критического урона. А дальше пошли еще чудеса. Например, вот этот крит рейд плюс 2%. Как вам такое? А что это такое? А у крита есть еще рейд. То есть, помимо его значения, вы его еще астралом можете увеличить. А такая же фигня есть еще и на блок. Смотрите, что здесь. Это вот как раз око, по-моему, назывался этот астрал. И он не пропускал урон, если я не ошибаюсь. По-моему, он. Но этот, смотрите, 10% шанс отразить на следующий ход 8% урона входящего, правильно? Если я правильно прочитал. Ну, то есть он не выполняет свою старую функцию. 15% шанс восстановить 3% хп. 10% шанс. Так, это блок, а это атака. Ну, то есть вы поняли, да? Вы поняли, что астралы тоже убили. Астралы тоже убили. У вас всего один вариант. Больше вариантов у вас нет. У вас всего один вариант. Атака, маг защита, физ защита, крит, базовый крит, снижение урона, плюс дамаг и блок. Все. Больше вы ничего поставить не сможете. Прошу любить и жаловать. Это ко всему остальному добавка. Дальше погнали в магазин. Здесь супер интересная вещь. Просто супер интереснейшая вещь. Здесь есть вот такая штука. Эта штука дает вам возможность получить шмот. Шмот рейтинга АБ. Здесь шмот рейтинга АС. И то же самое с конями. Кони на атрибут плюс 20, плюс 30. И кони на атрибут плюс 30, плюс 40. Соответственно, для лоу-левела есть одни карточки, за которые вы их можете купить. Для А и С рейтинга другие карточки. Еще более редкие. Но смотрите, в чем прикол. Карточки эти в начале вам на разогрев дают... Здесь, по-моему, их нет. Да, естественно, в чекине их нет. То есть с помощью времени вы их получить никак не сможете. Их дают вот здесь, в заданиях. И по очень маленьким количествам. Вот здесь одна в первый день. Во второй день нет, в третий день. В третий день дают вот такую карточку. Более редкую. 4, 5, 6, 7. Но, насколько я понимаю, вот эта штука, она не будет повторяться. То есть то, что вы забрали, вы забрали. Это 7-дневный такой, типа, ну вот, такой квестовый. Может быть, они будут повторяться, может быть. Но смотрите здесь какие задания. Левел 15. Ну, вряд ли они будут повторяться. Может быть, они будут обновляться с новыми какими-то элементами. Но тоже вряд ли, потому что обновляются у нас ивенты. В ивентах тоже бонусы в начале вы получили. За батл рейтинг, там, за вход. Вот, вход. 7 дней логин. Вот вы получили вот эти карточки. И этот ивент закончится. То есть он не постоянный здесь. Здесь то же самое. То есть вы какие-то вот вещи получаете, но вот эти карточки, где вы получаете,
вы их не будете получать постоянно. Здесь вот обмены, соответственно, вот эти медальки падают. Здесь их можно, конечно, обменять, но медальки тоже падают по ивентам, которые заканчиваются. То есть вам на старте это дают, а позже либо будут давать обновлять, либо будут давать в ивентах. И ивенты эти еще, первое, нужно сделать, да, и второе, ну, тут их такое мизерное количество. Ну, вы скажете, ну, блин, Вов, там тоже вот в Fortune Hall of Heroes тоже мало давали этих карточек. Да, там их давали мало, но мы их копили, да, и конкретно потом какую-то конкретную шмотку мы могли купить, либо какого-то конкретного коня. А что здесь? А здесь рулетка, ребят. О чем я говорю? Смотрите, я покупаю, например, здесь шмотку. Здесь написано, что А и Б рейтинг. Но здесь также присутствуют вещи С. То есть, смотрите, дроп. Дроп выпадения. А рейтинг выпадает с вероятностью 5%. Б рейтинг с вероятностью 20%. С рейтинг вероятностью 75%. И они отсюда не исчезают. Понимаете? То есть, видите, написано Activate, 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 Activate. Это вот мне на старте надавали. Activate. Но они отсюда не пропадают. То есть, вы копите эти карточки. Тыкаете, покупаете. Вам рандом с вероятностью в 75% снова выдает шмотку С рейтинга, самую низкую. Вы эту шмотку просто берете и скармливаете вот сюда. То есть она сюда помещается, увеличивается вот здесь, заполняется шкала, и вы просто получаете небольшое дополнение. Ну вот, например, следующий уровень мне даст 600 хп дополнительных. И все. А потом, это 10 уровень, и он с каждым разом растет. Нужно больше шмотки. То есть это превратилось... ну, я по-другому не могу сказать, ребят. Вот это донатная помойка. Это донатная дыра. Что с конями, что со шмотом. Я, как донатер, который донатил в Hall of Heroes, донатил немало. Ну, как немало? Относительно там топ игроков, которые даже у нас на сервере были. Вот у нас был там Кришна, Мак. Он донатил, конечно, в разы больше меня. Прям в разы. То есть я по сравнению с ним вообще не донатер, да. Но кто-то, вот смотря мои видео, говорят, что я там, ну, пипец как сильно донатил. Хотя я за всю игру, наверное, ну, даже $1000 не задонатил. То есть я думаю, я в районе 1050, наверное, задонатил. В общей сложности. В Fortune Hall of Heroes. А здесь, ну, там-то я, поймите, там-то я доначу, я набираю определенные элементы и конкретного коня беру. Нужен мне был конь на плюс 700. Я конкретно под двойные баллины задонатил, получил двойные баллины, получил кучу плюшек на обмене, получил там, купил вот этих карточек, карточки эти, ну или что там было, помните? Обменял на коня, который дал мне плюс 700, и все. У меня куча плюх, у меня конь, который дают плюс 700. Я четко понимал, что я беру. Здесь нет. Здесь вы донатите, покупаете эти карточки. С донатом еще сейчас тоже покажу, как это все донатится. Например, накопили вы вот на коня, который может вам дать высокий атрибут. Плюс 40. А он с шансом выпадения 5%. То есть вы донатите, но получаете один хрен слабых коней в... Ну, смотрите. В 50% случаев вы будете получать коня на плюс 10. Тут есть еще лаки, типа, видишь, Mount Drop Rate. Здесь 75% на плюс 30. Я не знаю, что это такое. Я уверен, что это какой-то, ну, лаки, да, это какой-то шанс везения, наверное. Ну, потому что вот Mount Drop Rate это вот реальные цифры, которые вы будете видеть постоянно. То есть 50% шанс, что вы будете получать
плюс 10, то есть самых слабых коней, которые вам нафиг не нужны, которых вы уже получили. Я не знаю, может быть, они как-то там разбиваются, может быть, что-то с ними еще делается, но поймите, сам факт — это казино. Это просто реальное казино. Вы донатите, и это казино. То есть вы не можете конкретного какого-то коня здесь урвать. То же самое здесь с этими конями. Только здесь еще хуже. Здесь тоже казино, но атрибуты вообще мизерные. Да? То же самое со шмотом. То есть нам здесь говорят типа ранг S и ранг A. Но по факту мы здесь имеем ранг C. И мы будем его с вероятностью в 50% получать даже здесь за вот эти вот дорогие карточки. А давайте посмотрим донат-то. Что у нас по бальному-то? А по бальному у нас... Сейчас еще, кстати, про VIP. А по бальному у нас 100 баксов. 100 баксов, но здесь вот такой бонус плюс 12. Я не знаю, он постоянный или не постоянный. В России можно его оплатить через PayPal и Xsolo. То есть, ну вот, 100 баксов. 100 баксов, и вы получаете 22 тысячи бальнов. На что вы их можете потратить? Ну, кстати, VIP. VIP здесь не копится, как у нас, да, было это по времени. Он здесь вот есть VIP очки. VIP очки, и VIP качается следующим образом. То есть у вас есть уровни VIP. На первом уровне вот у вас такой VIP. И есть возможность вот бесплатно слева получить, справа за баллиной плюшки. Потом второй уровень VIP, третий, четвертый, пятый. И они здесь дают плюшки, да, начиная там вот с 8, по-моему, уровня. Нет, не с 8. С 9. С 10, точнее, вот дают коня. На 11 дают какую-то шмотку S. На 12 дают тоже шмотку S. Здесь шмотка. Но это мы не говорим, что дополнительно, да, мы еще здесь справа покупаем что-то. Здесь крылья дают. Здесь еще конь выпадает. Здесь еще конь. Но это вы должны понимать. Это я вам сейчас показываю. Здесь уровни вот 17 штук, да. И здесь тоже коня дают. Это все круто, но эти 17 уровней нужно еще купить. То есть их не просто купить, их нужно заполнить. То есть у каждого VIP есть своя шкала, да, и эту шкалу нужно запомнить. Вот с первого, вот я 5 дней играю, 110 это на самом начальном этапе, мне там давали еще вот эти VIP штучки, вот 110 я заполнил из 300. Дальше, соответственно, полоска будет уже не 300, а больше. Больше, 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 больше. И эти очки, соответственно, тоже вот они в донате продаются. Пожалуйста. Тут 3 доллара, там 2 доллара. Здесь карточки, которые будут давать вам хрен пойми что. Low level off. Здесь, ну здесь вот что удобно они сделали, это то, что в одном магазине все. Ну и, соответственно, все, что вы можете купить за бальны. А за бальны вы эти карточки купить не можете, ребята. Понимаете, в чем прикол? За бальны вы их покупаете либо на какие-то определенные ивенты, либо вы их зарабатываете, ну вот, с каких-то... Ну их здесь даже, по-моему, нет. Этих карточек. Ну, то есть, долго, нудно и практически невозможно. То есть, вы донатите в определенное время. Здесь вот какие-то задания, но, как я и сказал, здесь они один раз даются. Вот 1000 раз астрала нужно набрать, я набрал, я забрал, все, его больше не будет, этой карточки. Ну и, соответственно, здесь вот тоже паки, которые вы можете покупать. Здесь вот пропуски. И здесь просто бальные. Покупаете и вот по уровню потом забираете. 15 баксов еще дополнительно. То есть, с одной стороны, вот как было в Fortune Light, я не понимал, куда донатить. Потому что, в принципе, все было, все нормально развивалось, все нормально раскачивалось. Но здесь это превратилось в какую-то прям донатную дыру.
То есть вы донатите, и вы даже не знаете, что вы за этот донат получите. Вы можете получить шмотку S-класса, а можете получить шмотку C-класса. Готовы ли вы отдавать деньги за то, чтобы получить шмотку C-класса дополнительно? И просто прокачать себе, ну, вот эту шкалу, которая дает плюс 600 к хп. Но я точно нет. Я не готов. Ну и, соответственно, я же говорю, здесь проблема, огромная проблема в балансе игры. Сильфы, не сильфы. Невероятно какой-то супер прокачиваемый шмот, все за голду и... Ну, я не знаю. Я вот честно, у меня слов нет. Игра убита. Убита полностью. Сильфы убиты, механика боя убита, скиллы персонажей убиты, зачарование убито, астралы убиты, скиллы убиты. То есть, ну, все убито. Руны убиты. Резистов здесь вообще нет. Они в ковке я где-то видел, по-моему, только есть и все. Может быть, они здесь еще как-то... Еще и резисты появятся, может быть, там на 50 уровне. Я не знаю, я просто дальше не пойду. Мне это не интересно. Вот. Битва гильдий. Как вы думаете, проходит битва гильдий? Вы думаете, так же 50 на 50 бой? Нет. Просто бьетесь с мобами. Как проходит арена? Вы думаете, вы можете зайти... а в одного закрыть комнату? Нет, вас все равно бросит к 3 людям. Вы будете всегда биться 3 на 3. Вы не можете биться 1 против 3, 1 против 2, 1 против 1. Нет. Вы заходите на арену, создаете комнату, закрываете эту комнату, нажимаете старт. Вас подселяют еще к 2 игрокам, и вы бьетесь еще с 2 игроками. Причем, если раньше вы на 30 уровне, вы очень редко попадались там на 40 уровень, еще реже на 50, и когда, ну, супер вообще игроков не было, зашли только вы и игрок 80 уровня, да, вас кинет только к этому игроку. Вы там 5 раз подряд с ним попадетесь и выйдете просто, ну, потому что будете понимать, что на арене никого нет. Здесь вас бросают на 30 уровне к 50 уровню постоянно. Просто постоянно. Вы думаете, на поле боя другая, ну, то есть нет такой проблемы. То же самое. Вы заходите на 30 уровне, на ПБ, там бегают ребята с 50 уровнем. Как тебе такое, Илон Маск? То есть, и даже здесь баланс убит. Я уже не говорю о вот этих всех, там, на поле боя преимуществах в скиллах, в рунах, там, в астралах и так далее, и так далее. Но вас еще и кидает там 30 на 50 уровень. И это прям, ну, постоянно происходит. То есть вы в одной куче бегаете 30-й, 40-й, там 50-й. Я не знаю, может быть там и 60-й даже есть уровень. Я просто смотрел по вот этим ребятам, да, которые есть. То есть, ну, постоянно я на 30 уровне, мне постоянно там ребята вот с тамплиерами вот с этим бегают. То есть, ну, такое бывало, конечно, что тебя закидывало в Fortune Hall of Heroes, но это супер редко как-то было. Ну, прям супер редко. В основном все-таки балансило. Ну, и мы понимали, да, когда много игроков, и вот всех там невозможно сбалансить, какую-то часть ПБ балансили, а кто-то там все-таки оказывался, да, бывало такое. Но здесь это постоянно происходит. И в итоге что мы имеем? Мы имеем, то есть если вы хотите играть, если вы готовы в это донатить, ну, моя вам рекомендация, моя вам рекомендация в это не играть, честно. Простите, но я не буду рекомендовать вам в это играть. Вот всем фанатам этой игры зайдите, побалуйтесь.
но ни в коем случае сюда не донатьте и не тратьте время на эту игру. Это уже не Вартюн. Ладно, будем прощаться. Вот. Если вдруг что-то изменится, и до меня дойдут какие-то сведения, и они поправят баланс, я запишу видео, сделаю. Но что-то мне подсказывает, что все так и останется. Вартюн умерла. Всем пока, увидимся, услышимся.